Всем привет! Скажу сразу, вы можете считать этот выпуск демо-обзором. У меня, короче, слетела звуковая дорожка с петлички, узнал я об этом вот только недавно на этапе монтажа. Поэтому перед всеми сразу дико извиняюсь, вот, всего 8 минут, постарался сжать как мог, в общем-то, смотрите. А полноценный и нормальный выпуск с нормальным звуком и с подсъемами, проводочками, вставочками, в общем, все это будет чуть позже. Всем привет, с вами канал Иван. И, как я и обещал, сегодня у нас обзор 14-дюймовой модели MacBook Pro на процессоре M1 Pro, а также его сравнение с более младшей моделью на процессоре M1 13-дюймовый и MacBook 15 дюймов конца 2018 года. Кстати, удивительно, на всем пространстве YouTube нет ни одного видео сравнения 14-дюймовой и 15-дюймовой моделью, что, на мой взгляд, достаточно странно, и давайте мы с вами это исправим. Ну а вы пока подписывайтесь на канал, ведь следующие ролики будут посвящены более детальному техническому сравнению этих устройств. Пройдемся по процессам мощностям, пройдемся по графическим, пройдемся в том числе по тому, скорость записи, скорость чтения диска. В общем, абсолютно все мы с вами разберем и поймем, вот насколько действительно это революционное устройство, и насколько оно ушло в отрыв, как нам обещает Apple. Итак, начнем мы, наверное, со сравнения вот этих вот замечательных коробочек. По их размерам видно, насколько они отличаются. Собственно, между 13 и 14 дюймовой небольшая разница, между 14 и 15 дюймовой точно так же разница не совсем-то уж и большая. Ну и по коробкам вы можете увидеть, здесь такая картиночка, здесь такая картиночка, ну а здесь вот такая вот картиночка. Давайте же возьмем теперь наши замечательные макбуки и посмотрим уже на них, посмотрим на их отличия, чисто визуальные. Итак, берем наши замечательные макбуки. Разница между 13 и 14 дюймовой моделью на самом деле не особо большая, но экран увеличился существенно. Чисто визуально может показаться, что MacBook на 14 дюймов гораздо толще, чем предыдущие поколения. Но на самом деле это не так. Слушайте, ну нету, действительно, тут прям вот буквально миллиметр, может быть, есть разница, но из-за того, что вот здесь вот есть более скругленная поверхность, кажется, что он немножечко меньше. Вернули абсолютно все порты, которые были до этого, вернули MagSafe, HDMI и вернули картридер MacBook Pro. Гравировка достаточно прикольная, вот ножки изменились, они стали более выпуклыми, да и, собственно, все. Ну, вот так они выглядят со спины, собственно. Градация понятна, разница в экранах, в целом в крышках, да, и в внешнем виде тоже, я думаю, максимально понятна. Вот, собственно, сейчас вы можете наблюдать разницу в экранах между этими макбуками. 14-дюймовая модель в целом может заменить вам 15-ку. Вот если вы до этого сидели на 15-ке, хотите обновиться из-за того, что там более крутой процессор, более крутая графика и в целом он более пиздат, то, я думаю, имеет смысл это делать, потому что, какого-то прям большого дискомфорта я не испытывал при переходе с 15 дюймовой на 14 дюймовую модель. Все нравится. Отлично видно разницу по экранам. В целом она не существенно большая. Давайте, чтобы вот прям тут было точно видно. Она есть, безусловно. Тут как бы было бы странно, если бы не было этой разницы. Но на самом деле она не прям чтобы критична. Собственно, мы открыли макбуки, все видели уже, челка здесь есть, она была показана на презентации, она была показана в куче других обзоров. Нет, не мешает, да, сделано классно, все выглядит очень красиво. Здесь новая матрица используется, мини-LED, то есть каждый пиксель у нас горит отдельно от всех остальных. То есть, по сути, это как OLED, только мини-LED, и там немножко другая технология. Углубляться сейчас не будем, посмотрите в интернете, там полно тоже видосов. Конечно, при полной темноте этот дисплей выглядит еще более круто. Смотрите, вот здесь где цветок, все такое блеклое, а где XDR матрицы идеально черный цвет. И вот опять вот мы видим, насколько отличаются, конечно же, цвета. Цветок в этом случае более блеклый и менее насыщенный, чем слева. И вот также на примере стакана вы посмотрите, насколько он отделяется от фона благодаря вот полной темноте. Класс. Выглядит, конечно, просто потрясающе. И вот здесь, где роза, это тоже был прекрасный пример. Вот где роза слева, прям есть бордовый цвет. Роза справа бордового оттенка никакого вообще не имеет. Очень крутая матрица. Также отсутствует тачбар. Все говорят, ой, как классно, это действительно решение для Pro, кому нахер нужен этот тачбар? Мне он нужен, мне нужен тачбар. Это охуительно удобная вещь. Это самое удобное, что действительно вот сделали Apple в своих компьютерах. Оно расширяет твой experience, оно упрощает тебе работу. Я им пользовался постоянно, то есть
В каких сценариях использования это прям прокатывало отлично. Вам нужно что-то подтвердить, там всегда написано отменить, либо окей. Я просто брал и нажимал сразу на тачбаре. Точно так же регулировка яркости. Привык, безумно удобно. Некоторые говорят, ой, нужно потратить целых 2 тапа, чтобы изменить яркость. Тебе не нужно тапать, то есть ты берешь и сразу ведешь. То есть это работает просто жестами. Настройка яркости банально подсветки клавиатуры. На этом MacBook ее нельзя отрегулировать путем функциональных клавиш. То есть для того, чтобы тебе здесь отрегулировать яркость клавиш, тебе нужно зайти в пункт управления, дальше зайти в яркость вот клавиш, и уже здесь ты можешь их регулировать, делать выше, ярче, ну и так далее. Мне безумно не нравится клавиатура в новом Маке. Она просто ублюдская. Ну вот действительно, она прям вот максимально конченая. Мне безумно нравится на механизме бабочки вот ход клавиш, он настолько приятный. Это та клавиатура, на которой я могу печатать быстрее всего и удобнее всего. Мне действительно это делать приятно. Второй момент, который мне пиздец как не нравится на новом MacBook, это черная подложка. Когда ты сидишь в помещении, где недостаточное освещение, ты ни хрена не видишь, куда тебе тыкать, потому что оно все сливается, ты видишь только вот эти буквы, а здесь второй подвох с этой клавиатурой. Буквы на какой-то хер они сделали зеркальными зачем-то. То есть если у нас здесь английская буква слева, а русская справа, то здесь у нас русская буква слева, а английская справа. Я вот первый, наверное, час, пока им пользовался, я жестко тупил и постоянно нажимал соседние клавиши. Тупо из-за того, что они, я не знаю, зачем они сделали зеркальное расположение клавиш. Во всем же остальном MacBook охрененный, MacBook безумно красивый, тачпад не изменился, то есть по сравнению с 13-дюймовой моделью, надеюсь, здесь видно. Да ладно, его уменьшили? Чего? Ебать! Я только сейчас увидел. Они уменьшили тачпад на новом MacBook. Где моя линейка? 13, ровно 13 сантиметров. Если мы теряем на этом MacBook, то здесь тачпад составляет 13,2. Да, 13,2. Какого хуя? Куда дели 2 миллиметра? Тут и так тачпад-то, блин. Ну, я огорчен. Я огорчен. Верните мне 2 миллиметра. Я тем более привык все-таки, извините, к MacBook 15-дюймовому. Тут уж тачпад куда больше будет. Ну, давайте, раз уж у меня линейка, давайте его измерим. Ну, здесь аж 16 сантиметров. Собственно, во всем остальном это действительно крутое устройство, которое я уже рекомендую к покупке, поскольку я успел прогнать несколько тестов, и он действительно прям действительно крутой. С точки зрения производительности, рендеринга и прочих различных нюансов, скорости диска, записи, чтения, в общем, всех вот этих моментов, которые мы еще с вами успеем посмотреть. На этом, наверное, внешний обзор мы заканчиваем. Вот, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы считаете по поводу вот конкретно этих пунктов, которые я перечислил, да, что касается клавиатуры, что касается асимметричности, точнее зеркальности, расположения надписи на клавиатуре, ну, короче, гравировку, что она зеркальная стала. Что вы думаете насчет тачбара? Нужен он, действительно не нужен? Это решение для про пользователей, либо это ненужная фича, которую, слава богу, что убрали. Ну а также нажимайте колокольчик, и совсем скоро выйдут новые видеоролики по более детальному сравнению MacBook Pro 14, MacBook Pro 13 и MacBook Pro 15. Ну а с вами был Иван, всем пока!